Дамы и господа, приветствую всех, с вами Сэр Холмс. Мы сегодня продолжим прохождение Tamriel Rebuild. Напоминаю, что я нахожусь в Амаре. Довольно живописное место, но только не в такую погоду и не в такое время суток. Вот, я вообще планирую отправляться дальше в сторону Каморы. Но перед этим надо бы тут заночевать. Вот только... Тут они кровати, я так понимаю, не представляют, да, для путников. Вот, мы, в принципе, можем переждать просто это все дело за хорошей книгой, например. У меня тут как раз завалялась книжка, первый том про короля Эдварда. Я думаю, что вот, в принципе, даже здесь можно будет это зачитать дело, да? Давайте тут представим, что я сел на лавочку и читаю книжку. Ну вот, и выглядит она у нас так. Да, ну, где-нибудь в подсказке вам ссылку на аудиокнигу оставлю. Такая вот, значит, художественная книжка. Вообще, мои любимые художественные книги в свитках — это «Танец в огне». Очень так живо написано. И когда впервые читал, играя в Oblivion, я прям проникся, прям почувствовал себя в шкуре вот этого имперского советника. Вот, но посмотрим, как у нас с королем Эдвардом сложатся отношения. Сейчас пока у меня только первый том, 4 и 9, надо искать остальные. Ну, теперь, может быть, буду в магазины книжные чаще заглядывать, да? Вот, по поводу переждать ночь, давайте представим, что местная стража мне любезно позволила занять кровать на одну ночь. Ну, конечно, нет, если пытаться тут поспать, они меня вообще оштрафуют. Но черт с ним. Давайте до 7 утра. Жалко, что не восполняются. Журнал был обновлен. Что это? Надо проверить, доволен ли Брейлин своим новым бардом. Так это надо в Тель-Мусаду возвращаться. Ну так-то можно метнуться по-быстрому, недалеко еще от нее ушел. Да, кстати, я немного повысил дальность прорисовки. Да уж, конечно, не благоволит погода любованию пейзажами. Но тут прикол в том, что можно увидеть. Ну давайте, наверное, попробую. Кстати, тут можно отдыхать на балконе, прям восполняться будут хп. Немного подождать, и может погода улучшится, покажу вам. Крысы! Ну, уже лучше, в общем. Конечно, не настолько солнечно, насколько могло бы быть. Но вот у нас Варденфелл виднеется. Двемерские руинки вдалеке. Еще двемерские руинки, кстати. Такие классные купола у них. Дейдрические руинки. Немного FPS меньше стало, но я думаю, пойдет так. Оставлю пока. Вот еще двемерские руины. Куча их, в общем. Вот. Ну и давайте, наверное, вернусь действительно в Тель-Мусаду. Оставлю за кадром, потому что там мы с вами уже путешествовали вместе. Да? Давайте. Вот, вы только посмотрите на этот пейзаж. Так, еще немного получше, подальше видно. Действительно создается такое впечатление большого, да, мира открытого. Там можно в любую сторону, в любую его часть отправиться путешествовать, что-нибудь там интересное найти. Прекрасно, в общем. А хотя, знаете, это нелогично немного выглядит. То есть я такой привел ему нового барда, отправился дальше по своим делам и такой вдруг подумал: блин, надо вернуться назад и спросить, как ему там новый бард. Не, я думаю, я лучше двинусь все-таки дальше, как и планировал, в сторону Акаморы.
А вот потом уже, если буду проходом, опять же, в Тельмусаде, я, скорее всего, буду, тогда мне уже в мысли придет такая в голову, что почему бы не сбегать, не уточнить что-то, как там у них. Вот, а сейчас на повестке дня задачка, которую мне подкинул якобы честный рыбак, который сидит в тюрьме Амара. Найти 2 контрабандистов, которые могут быть либо в его хижине на юг от Амара. Вот, кстати, задачка еще ее найти. Вдруг она где-нибудь здесь, раз это рыбак. Где-то на побережье, да? Либо находится за Двемерскими руинами. Ой. Алит был. Тут вон какой-то проход в скалах еще. Вот он, Амар. Да, мне, кстати, надо коммунику собирать, а то мне туториал подсказал, что вполне себе подходящий ингредиент, чтобы... Никогда, кстати, не видел, как эти растения растут. Вот эти вот. Или забыл уже. В дикой местности, так сказать. Зелья восполнения маны можно из коммуники и сердцедоэдра делать. Забавное, да, месиво? Сердцедоэдра с коммуникой. Пожалуйста, восполни свою ману. На Азуру похоже там. Святилище Азуры, видимо. Так, а здесь, похоже, у нас доэдрические еще руинки. Ну, туда мне тоже надо сходить. Вон там уже какие-то виднеются ребята. Дождик кончился. Ну, окей, посмотрим, что тут у нас. Алчущий. Как культист какой-то, похоже. Который даже особо не пытается увернуться, но... По которому почему-то не все мои выстрелы проходят. Сортил. Был сортил и нет сортила. Сейчас это стальные у него доспехи. Мой абонитовый лук, значит, представим, их прошибает, да? Ну что, это алчущий? Или вермай? Похоже на алчущего больше. Да хватит колдовать. Его колдовство. Дай свитком, может, каким-нибудь его бахну. Ай, нет, зависло. Ну, это, конечно... Все стрелы потратил на него. Наверное, даже не буду их собирать обратно, чтобы лишний раз в инвентарь за ними не лазить. Ну, ясно, тут дружественного приема мне не стоит ожидать, да? Вот, напоминаю, что доэдрические руины, я к ним такой интерес проявляю из-за того, что у меня есть... Там кто-то еще, да? Квест на сбор камней проклятых, которые как раз таки в таких местах бывают. О, так и стой.
Тундриморский. Знаете что, я хочу к этому кораблю еще спуститься. Вдруг там что-нибудь интересное. Давайте. Посмотрим, что тут. Вот, погода опять туманная, потому что потом вновь загрузился. Просто никогда не хочется терять внутриигровое время. Тогда я, чтобы погода нормализовалась, подождал до имперское снаряжение. Тут до 4 часов дня. Короче, какой-то имперский корабль тут разбился. Ничего особенного, да? Окей, давайте. Ладрические руинки. Вновь туда. Кстати, может быть, это и будет прибежище Дридрея, ну хотя вряд ли. Мне сейчас кажется, что квест, связанный с ними. А, сейчас я еще и не залезу тут. Залез все-таки. Квест с ними связанный к какому-то особому, наверное. Какой-то особой локации привязан. Может быть, к пещере. Паучья пещера, да, какая-нибудь? О! Может быть, мне поймать его душу попробовать? У меня вроде бы был свиток. А, я его, наверное, потратил уже. А, нет, есть, смотри. Фигис Джем Фидер. Давай. Бежим! Надо пользоваться своей скоростью. И успеть убить его за минуту. Так, есть. Сюда? Сюда. И... нет, потом. Восполню немного запас сил. О! Сердце Даэдра. Сюда. Потом попробую перезарядить. Огрим, кстати, считается сильным противником. Модом на музыку. Тут включилась боевая. Кстати, я хотел попробовать перенастроить этот мод, чтобы все-таки он вернул боевую музыку при любых нападениях. А то я часто оказываюсь застан врасплох. Тем, что музыка боевая молчит. Да? Причем уже на большинстве врагов, то есть довольно высокого уровня, поэтому, видимо... Так, ну тут, наверное, ничего нет такого, да, уже? Вот здесь, наверное... Ох, не нравится мне, как колбасит каждый раз почему-то камеру, когда я захожу в какую-то экстерьерную локацию. Или интерьерную. Интерьерную, да. Экстерьер — это снаружи. Да, много слишком Даэдра в последнее время. Ну, что поделать, что поделать. Помнится, вроде бы, как раз-таки не так их много было на первых этапах прохождения. Да, еще на Варденфелле приключенствовал. Так, что там у нас? Пока только одного противника вижу, не могу определить, кто это толком. Ну, похож на человека или мера. Лучник, да? А, я хочу почаще пользоваться какими-нибудь
Вот, например. Да, храбрости. Нет, подожди, не так. У меня вообще на какую-то клавишу кинжал назначен мой? Нет, не назначен. Надо бы исправить. Как-то медленно он для кинжала довольно. Побыстрее. О, еще одна ловушка душ. О, 100 стрел. Неплохо. Замечательно. Сейчас он ко мне прибежит же сюда, да? Ну давай, я тебя жду. Черт, не то. Так, я потерял его из виду. Теперь... Черт! Ах ты ж... Давай ему ответим чем-нибудь. Вот, например, этим. Flaming Hand. Где? Да, Flaming Hand. Проще смотреть сразу в этот список, а не в инвентаре. А что такое? Что это было? А, он, наверное, применялся вблизи только. Профукал свиток свой только что. Ну, кстати, кольцо медузы. На. А, сопротивляешься? Черт. Ладно, давай в ближний бой. Неловкая получилась битва какая-то совершенно. О, господи. Вы ненормальные все. Куда вы лезете с голыми ногами на меня? Что, жалчущие там, да? Алчущим как будто плевать на меня. А вон там, кстати, подношения какие-то валяются. Иллюзия повышается моя. Так. Исполнить здоровье. 10 на 5. 4 на 12. Примерно однозначные, да? Равнозначные. Вот эти вот, от этих надо избавляться. Что? А, ты убегаешь? Ну ладно. Такой передумал драться. Можно в конце концов продать эту штуку. Я на самом деле не думал, что... Эти алчущие могли бы быть дружественными, так что лучше замочить с удобной позиции. Так, бессмысленно тратить стрелы эти на них. Лучше такие обычные. О, бедняга вообще не знает, что делать. Ну ты, конечно, гад. Я тебя отпустил, не стал убивать, а ты... Что делаешь ты со мной, а теперь? О. Вроде бы это все, музыка кончилась.
Так, и кто это так любезен был? Не Баэтия ли это снова? Похоже, что Баэтия, да. Черт! Да, Баэтия мне помогла или помог справиться с ними со всеми. Чущи. О, сердце. Сюда. Давай, стрелы сюда. Слушай, у них ловушки душ у всех. Это хорошо. Так, что у нас здесь? Опять же, можно алхимией заняться будет. С дополнительным снаряжением, да? Хм. Silence. Зачем на себя тишину? Вот зелье тишины, да? Зачем? О, вот это хорошее. Можно продать, в конце концов. Чуть сэкономлю маны. Тоже хороший свиток. Паралич и урон холодом. Conjuration. Charge. Воинский рывок, типа. О, король Эдвард. Сюда. Воды Обливиона. Книга Даэдра. Интересно, это вот у вас литература, конечно. Так. Я пока не хочу лезть, собственно, к подношениям. Они наверняка призовут мне Даэдра всяких. Хочу вот пока тут все облутать сначала. Подготовка трупов. Не очень интересно. Сразу сюда. Щит. Рубиновое кольцо. Установить удачу. Сопротивление болезням. На продажу. А тут, кстати, можно отдохнуть. Что это такое? Возьму немного. Вот местный табак, я так понимаю, Хакло. Нормально у них табаку, да? Надо зелья такие выпить. 4 на 12. Ну да, вот эти опять же. А, подожди, это за здоровье. Чуть не то не выпил. 9 на 19. Да, у меня довольно мощные зелья такие получились. Сразу полностью маны способны восстановить мне. Палочка Баэтии. Хм. Призвать призрака и огненный щит. О, вот это, кстати, может быть то, что мне нужно. Кольцо фаербола. Ну, урон небольшой довольно у этого фаербола. А, я могу перезарядить свой... Да? Камень душ. Как-то не очень получилось. Скромненько. Надо брать, я думаю. Это уникальный артефакт. Ну, урон, конечно, маленький, но это даэдрический посох. 21 тысяча. Призыв призрака. Вообще довольно бесполезным выглядит, конечно. Я даже могу его унести, да? Нет, не могу. Что-то надо выкинуть. А, у меня вроде бы тут
Вот эти книги, они с Tomb Raider Rebuild, а я пока не пришел к тому, чтобы их прямо переводить и зачитывать. Это слишком для меня будет ресурсозатратно, скажем так. Вот тут пары книг. Не, ну все равно надо что-то еще выкинуть. Я думаю, наверное, лучше булаву доэдрическую. Слишком тяжелая. Хотя нет, пока вот этот посох адамантиновый, лучше от него избавлюсь. Так, ладно. Момент истины. Может, как-то пробафаться сначала, опять же. Да, давай. С родительским бренди. Как ты меня не видишь? Ну и черт с тобой. Видимо, он заспаунился в текстуре. Ничего не может сделать. А, нет. Завалить его. Черт, идет прямо сюда. Умри, 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 скорей, умри. Только и успел, что посмеяться. Так, ну хорошо, здесь теперь безопасно зато. А может быть это все? Может тут больше ничего и нет? Кстати, похоже на то. Ага, враги поблизости. Надо их найти. Так, что получается? У меня вот этот Эмбер. Эмбер это что у нас? Я даже не вспомню. А, ну собственно вот. Там, наверное, к выходу путь. А здесь у нас... А тут не какая-то интерьерная локация другая. Тут у нас 85. Ну-ка, вскрою я отмычкой подмастерье его. Ну, что-то не хочет. Ладно, давай мастерскую. Вот и враги, которые поблизости были. Что это было? Ничего, ничего. Тут только один проход к ним, да? Так, ладненько. Чем я еще могу себя пробафать? Можно, в принципе, призвать кого-нибудь даже, чтобы кто-то отвлек их на себя. У меня есть еще пояс. Я бы хотел пока расходники какие-нибудь. Да? Укрепить акробатику можно. Сопротивление магии. От 30 до 50%. Неплохо. Это призыв. Кольцо. Я вообще продать хотел, да? Вот только сопротивление магии и отражение магии у меня есть. Ни то, ни другое не особо как бы ценно. Так, давай призовем. Скелет, в бой! Какой же ты бестолковый-то. Так, а чё он за мной не бежит?
Застрял, что ли, где-то? С колена прострелюжите. Ой, вы бестолковые, а. Ладно. Давайте представим, что скелет его заразил параличом мозга. Он своим ржавым топором тюкнул его, и этот парень просто не знал, что делать. Так, ну... Теперь после этого, я думаю, можно будет и передохнуть здесь. Еще 10-уровневый замок, какой ужас. Что тут? Стеклянный горшок. Йоркский наплечник. Средняя броня, да? Наплечник можно взять, он неплохо стоит так. Допустим, Hunt. Что-то про охоту. О, жучий мускус. Или жучиный. Кстати, неплохо. От 1 до 25 урон огнем. Так, у меня нехорошее предчувствие теперь по поводу этих камней на самом деле. Такую отмычку достал, сейчас буду ей драться. Да, предчувствие не подвело. Черт, у него двуручка. Так, надо похиляться. Давай вот этим сначала. Восстановить ману. Так, ладно, пока все. Окей, неплохо. Так, а по квесту сколько надо вообще ему камней там? Так, наверное, это Magic Guilds, Don't Touch My Gems или что-то там такое. Где? Вот. По крайней мере, 5 проклятых камней, которые призвали Тремора. Так, по-моему, это был аметист. Нет, это был сапфир, наверное. Скорее всего, это был сапфир. Ладно, я, если что, на записи могу пересмотреть, что это было. Так, пришел я снизу, значит, мне теперь сюда, окей. Да, все. Небольшие такие руинки, хорошо это или плохо? Враги поблизости все еще. Ну, следующий пункт, похоже, это Двемерские руины. Похоже. 6 вечера. Да, я забыл там передохнуть. Ну ладно, я думаю, у меня еще такая оказия представится. Не могу забор перелезть, ну. А даже не забор. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, ограда. Такая красивая дорога в скале, в ущелье, да? Башня классно тут торчит. Ну, выглядит действительно как толковая такая Двемерская крепость.
такой хорошей позиции для обороны. Тоже такая живописная дорога здесь довольно в скалах. Напоминает Варденфелл уже мне. Ну, Чулефт и все такое. У меня, кстати, есть чем чинить? Нет, чинить мне нечем. Начинает чувствоваться нехватка вот этого вот снаряжения для починки оружия. Я довольно долго прозябаю во всяких диких землях. Так, а как тогда пробраться к этим руинкам? Неужто тоже левитации только? О! Да нет. Ты не хочешь на меня нападать? Больной гуар. Похоже на тех ребят, которые мне нужны. Не слишком истощенные. Даже заклинания не могу сколдовать нормально. Я надеюсь, они сразу на меня не будут там нападать. Нет, они будут сразу нападать. Может, второй будет более сговорчивый, так сказать. Нет. У него даже брони нет. Журнал обновлен. Тридин Тилваын. Бестолковый кинжал. Письмо Тридину. Что тут пишут? Тридин. Мне было печально услышать, что Хларгир отказался сотрудничать. Я подготовил для него небольшой сюрприз на завтра. Я знаю, что ты хотел убить его, но поверь мне. Таким образом, в наш адрес не будет никаких неудобных вопросов. Следующая поставка по-прежнему по расписанию. Вувил. Смешные имена у вас, ребят. Нодиус Каро какой-то. Да, большого труда это мне не составило. Ну, кстати, вот здесь можно и отдохнуть. Я надеюсь, там есть какой-нибудь гамак хотя бы. Да ладно! Дрофир, обманщик. Нет, я, конечно, не ожидал. Избавимся от трупа, представим, что я его... Блин. Избавился от трупа, называется. Всю его одежду еще собрал. Представим, что я его выкинул из дому. Так, что, сундук? Пустой. Ну, грустно, что? Да, прекрасная оказия, чтобы отдохнуть. Заброшенная хижинка, самое то. Ничего тут нет. Окей. Ну, друзья, давайте на этом закруглимся. Спасибо за внимание. В следующей серии, наверное, вернусь. Освободить-то парня надо будет. Да, и думаю, Двемирские рынки обшарим давненько уже, со времен Арктанга, или как он там назывался.
Арткос. Арткос, да. Это было то еще приключение. Давненько не бывал в Двемерских руинах. Как раз прекрасная оказия. Вот. Пока что, ну, до встречи.